как компания, которая изучает рынки. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Неверов, представляю компанию ТДСМ Новосибирскую, несмотря на контакты, ролики, которые были московские. Это наш вендор, соответственно. Вот. Соответственно, хотел бы рассказать про современную IP-АТС, как было в конце показано, что она умещается на ладони. Можно посмотреть на нашем стенде. Функционал у нее громадный, а цена 11 тысяч, как было сказано. То есть дешевле, чем системный блок, на который можно установить исторически. Ну, хочется подвести смысл такой, что сегодня было, вчера тоже много сказано про тенденции, про тренды, в том числе и про АТС на стороне провайдеров, что основное, что должно клиента побудить этим пользоваться, это то, что будут у нас расходы на приобретение и потом расходы на владение. Соответственно, мы своим опытом опровергаем это. То есть эта станция стоит 11 тысяч, и в том, как наш производитель позиционирует ее, это убийца астериска, в том числе и в том, что, соответственно, все администрирование происходит в удобном приложении, без всяких линуксов, без дорогих специалистов, и доступно даже руководителю.
Ну, на самом деле, достаточно компетентный контингент согласно конференции, поэтому листать буду быстро, потому что презентация вообще-то рассчитана на конечных пользователей. Ну, то есть в телефонии, понятно, все представляют тренды развития, куда мы движемся, все представляют, на каком этапе сейчас находится, то есть уже почти ленивые, как они пользуются всякими сервисами самообслуживания, голосовым меню, но иногда это все приводит не к тем результатам, которые компания хотела достичь, внедряя их. Можно висеть в очереди там по полчаса, можно переключаться с одного абонента на другой, искать нужного человека, в конце концов его вообще потерять. Очень много всяких всяких рисков. Соответственно, наше оборудование позволяет их избежать. Вот. Значит, вопросы, которые стоят перед теми, минимизировать риски и потерю клиентов при общении по телефону. Но сейчас мы еще рассматриваем в более общем виде, не только по телефону, а, скажем, через интернет, через смс-ки и так далее. Значит, как поставить задачу IT-отдела по обеспечению современными сервисами, как дать руководство выгодности современных систем телефонизации. Соответственно, мы на все эти вопросы готовы ответить и показать, как это все работает у наших клиентов. Немножко о вендоре. Значит, компания Доктор, московский производитель, на базе какого-то научного военного КБ люди сделали в свое время платы компьютерной телефонии, выпустили на базе их, ну, то есть те вещи, которые позволяют там, из первого аналога SDN все превращать в ОИ. Первый продукт, который они выпустили и который до сих пор пользуется большой популярностью, это Sprint, система записи и система оповещения. Выглядит как ПО и плюс плата, которая устанавливается в компьютер, соответственно, цепляется к линиям, нужно либо записывать разговор, либо производит массовый клиент. Дальше, значит, на базе этих же плат в свое время был построен колл-центр, дописан ПО. Потом эти же платы были внедрены, вынесены в отдельные коробки, получились IP-АТС. Таким образом, у нас сейчас есть, соответственно, 4 продукта флагманских. Это система записи Sprint 7, система оповещения Sprint Inform, IP-АТС и колл-центр. Приоритеты работы с клиентами озвучены здесь. Ну, последнее, конечно, самое важное, что лояльность цен залог лояльности клиентов. То есть сегодня было опять же сказано, что IP-АТС от именитого производителя будет стоить больших денег. Вот, мы это прорекаем. Теперь, что касается конкретно IP-АТС X, о чем мы хотели рассказать. В ролике было сказано, что у нас в модельном ряде присутствует 4 позиции. Соответственно, право в нижнем углу это многоканальная станция, а в левом нижнем углу это одноюнитовое устройство, значит, емкостью 80 портов аналоговых может быть в нем и до 256 IP-абонентов. В правом верхнем углу это настольное исполнение того же самого одноюнитового устройства. И слева, сверху, это та самая нано IP-АТС, которая умещается на ладони, которая имеет тот же самый функционал, что и большая. Вот пример, как в одном из офисов, в одной из маленьких компаний было сделано. То есть, на самом деле, работает два человека в голосовом меню, когда клиент звонит, слышит, что там как будто бы большая еще компания, целые разные отделы. Соответственно, можно перейти на какой-то из этих пунктов, но на самом деле попадали все к одним и тем же людям. В результате компания за год, через полгода, численность компании в 3 раза возросла и фактически догнала то, что было сделано в IVR. Цена решения с аналоговыми портами, тот самый IP-АТС X в состоянии 10, 15, 990. То есть 4 аналоговых порта, а внутренний абонент ID. Вот. Значит, при выборе современной АТС, что мы смотрим? Наша АТС отличает то, что в базовой конфигурации уже заложены очень много возможностей. Соответственно, есть возможность работать с всякими разными окончаниями, то есть аналог, EPR, SDN. Интегрировано уже все, что можно, что касается IP-телефонии, то есть SIP, H223, что касается вне, что касается внутрь. Внутренние абоненты лицензируются, а внешние сколько угодно они. Соответственно, есть возможность работать с системными телефонами уже по Panasonic. Вот. Дальше. Значит, реализованы уже все функции, сервисы, которые можно придумать, то есть конференция, ОВ, очередь, там, ECD, IVR, DISA,
Все это в базе есть уже, дополнительных денег за это платить не надо. Ну, естественно, коли родителям, все возможности налоговых кликов. Вот. Есть, ну, IP-телефония, соответственно, дает возможность выносить линии удаленно, то есть сотрудники могут находиться на дому, как по IP, так и по аналогу, работать на своем телефоне. Есть возможность реализации расписаний, то есть разная реакция в зависимости от времени дня, календаря и так далее. Есть возможность в базе, опять же, фиксировать все это в SMDR, соответственно, потом считать верификацию. Есть возможность встроенная запись разговоров, соответственно, оповещение тоже. Вот. Так как у нас там есть IP-телефония, то, соответственно, можно строить распределенные телефонные сети и решать задачи крупных компаний. Вот, например, Связьбанк пользовался. Задача была поставлена подключить все филиалы к главному офису московскому, построена ЦИСКа. Одна из подразделений само по себе купила АГАТ, им понравилось, соответственно, в результате уже 72 станции работают в едином пространстве. Ну, это было все до 2004 года, там нужно было минимизировать убытки в кризис, соответственно, расход на связь сократили, сотрудников на домашнюю работу перевели, что тоже им очень пригодилось. Вот. Ну, этот пример говорит о том, что наша станция совместима со всеми оборудованием, которое поддерживает IP. Спасибо, что у нас уже в базе есть. Второй шаг. Нужно использовать все преимущества IP-телефонии, ну, начиная от того, чтобы объединять все это дело в единую сеть, в разные офисы, разные филиалы в разных городах. Плюс, как бы, есть еще возможности внешних устройств, которые обычно отдельно стоят, IP-шлюзы, секретари, факс, конференц-сервер. Все это внутри нашей станции есть. Ну, внизу еще было сказано, что работает она на собственном проприетарной операционной системе, то есть там не Linux, не Windows, соответственно, защищена от всяких вопросов, вирусов и так далее. Вот еще один проект, который уже был сделан в Новосибирске. Компания СДЭК, экспресс-курьер, раньше сейчас рендеринг идет, удивительно она тем, что федеральный оператор доставки работает там с интернет-магазинами, ну, грубо говоря, конкурирует со всякими буржуйскими системами, но голова у нее каким-то чудом осталась в Новосибирске. Представлены они более 100 городов, в 50 городах имеют офисы. Наша задача была поставлена со всех 50 городов собрать городские линии, которые подключались там к разным зоопаркам, начиная от аналоговых линий и первых потоков и так далее. В каждом городе есть, соответственно, свой разрекламированный городской номер. Нужно было собрать все входящие соединения Новосибирского центра и сделать это так, что если интернет до какого-то офиса падает, соответственно, VPN тоже лежит, и звонок не может быть отправлен на Новосибирского центра, чтобы на месте местный оператор мог обслужить его. Вот. Соответственно, сейчас проект в реализации. В каждом из 50 городов устанавливается IP-АТС. В нашем Новосибирске поставлен колл-центр, 35 операторов одновременно работает. Ну, естественно, есть номер 8800, за который платит уже сама компания. И очень они были обрадованы, когда внедрение этого проекта позволило им сэкономить, соответственно, большие деньги на связи. Ну, начнем с того, что у них вообще не было никакой информации, какая у них ситуация с телефонией до того, как мы внедрили. То есть они не знают, сколько у них звонков, сколько теряются, сколько платится за них. А сейчас они имеют полный контроль, соответственно, радует. Проект развивается, сейчас постепенно устанавливаем IP-АТС в городах. Новосибирск, Питер, Красноярск, Тверь, Самара, Казань уже в этом проекте. Вот. Ну, основные выгоды, какие можно поиметь, используя оборудование. Минимизация расходов на связь, соответственно, разные интерфейсы, разные провайдеры. Для каждого звонка нужно найти наиболее выгодного. Наша станция умеет гибко маршрутизировать. Снижайте издержки на обслуживание, то есть для того, чтобы нашу станцию управлять, во-первых, понятно, что оно происходит из одного центра, все по IP. Не нужно никаких специальных знаний, базовых знаний из области телефонии хватит. Windows приложение, все легко работает. Было идеи на веб-интерфейсе все это сделать, но пока нет. И на самом деле из Windows приложения удобнее. Вот. Потом по поводу IP-абонентов. Сейчас мы активно
продаем наше оборудование через торги. Соответственно, мы все знаем, большинство заявок заточено под рассольник, там редко под 200 какой-нибудь. Ну и по другие варианты у всех, как правило, дополнительные IP-абоненты требуют дополнительного лицензирования. У нас с этим намного все проще. Соответственно, можно наращивать количество IP-абонентов, но не забывайте о том, что еще сами станции степируются, то есть если одной будет мало, можно рядом поставить другую, такую же, связать по IP, и таким образом получить практически неограниченную емкость. Единое телекоммуникационное пространство можно создать, то есть объединить все офисы в единое пространство, и, соответственно, сотрудники будут звонить по внутреннему номеру, не платя за межгород и сокращая время. Ну и эффективный сервис клиенту, то есть базовый набор функций колл-центра, таких как там очереди, распределение звонков интеллектуальные, всякие сервисы самообслуживания уже реализованы в нашей станции. Вот еще один пример. Значит, компания обратилась, что нужно 14 филиалов, один из них, кстати, в Новосибирске есть, телефонизировать. Соответственно, руководство хотело, чтобы было понятно, сколько стоит, когда окупится. Нужно было сделать контроль, ну, начиная то есть, от контроля рабочего времени, начиная с записи разговоров. Нужно было оставить все как есть, чтобы меньше учить пользователей. И нужно было, чтобы решение было современным. Для них это выражалось в том, что можно было с компьютера позвонить, нажав одну кнопку. IT-специалисты хотели следующего. То есть техподдержка была рядом вменяемая, чтобы можно было самостоятельно все это делать, чтобы не было другого специалиста, который там должен обучаться, и тогда только мог ей рулить. Ну и чтобы было нормальное время работы на отказ. Значит, решение наше было выбрано среди конкурентов. Соответственно, технических специалистов удовлетворили по всем позициям, начиная, ну, например, гарантия на наше оборудование 3 года. Вот, и пока это все внедрялось, сделали модуль интеграции с серверными системами, соответственно, удовлетворили и руководство. То есть за вот эти 14400 можно купить модуль IP, фактически интегрировать с любой системой, начиная от услуга, там, есть готовые модули для DNS, для Terrasoft. Вот. Ну, соответственно, про информационное пространство уже много говорилось. Ну, про CRM это отдельная тема. Ну, как бы флагманские, наиболее распространенные на рынке решения это от DNS. Они, если конфигурация, скажем, сильно не менялась, то стандартная конфигурация ставится модуль просто, и все работает уже сразу. Выглядит примерно вот так. Соответственно, фиксируются все обращения в компанию, запись разговоров интегрируется с DNS. Можно послушать каждый, посмотреть, правильно, как ли работает менеджер. На запись разговоров можно еще и учить новых сотрудников. Ну, про CRM отдельно можно говорить. Про наши станции. Надежность, как я сказал, уже длительное время работает в банках, в силовых структурах. Гарантия 3 года. Есть услуги по горячей замене. ВОИП в базе поддерживается, тоже уже говорилось. То есть как подключаться можно к любому провайдеру, так и внутри себя использовать, внутри компании IP-телефонии широко. Простая удобство эксплуатации, ну, то есть администрирование через одно Windows приложение доступно даже руководителю, в том числе это используется при победе над астериском. Современный богатый функционал, ну и, соответственно, бесплатная техподдержка. Если нужна вид техподдержки круглосуточная, то эта опция тоже у нас есть. Вот, собственно, все. Давайте, остается только, что оборудование сертифицировано, ну и используется во многих. Это те, кто не против, чтобы о них сказать, потому что есть люди, которые против. Например, приемный президента. Все, благодарю за внимание. Вопросы какие-то есть?
Коллеги, буквально один вопрос и к следующему докладу переходим. Скажите, пожалуйста, сроки внедрения данного? Ну, смотря какого, опять же. То есть мы говорим, что у нас широкий спектр, если говорить про IP-АТС, то, в принципе, меняем то, что было, на то, что новое, и пользователи даже не замечают. А опыт работы с аутсорсингом, контакт-центром есть? Ну, понятно, что контакт-центр на АТС IP не строится, то есть у нас есть продукт Infinity, конечно же, на нем построено очень много, в том числе наших коллег в Казани. Казань это очень такой регион, который сильно продвинулся в этом деле. На самом деле все российские колл-центры оттуда растут. Вот у них есть справочный номер 9, сейчас там на 12 потоков и первых в качестве шлюзов используется как раз 51-я станции, а все остальное на Infinity. Сделано так, что 12 серверов одновременно работает, можно выглянуть из них сколько-то, при этом колл-центр даже этого не заметит, ну, то есть работоспособность будет сохранена до резервирования. Это уже не стоит 11 900? Нет, конечно. Конечно, вот у нас можно подойти, посмотреть на стенде, как это все работает, и взять материалы. Коллеги, ну, наверное, можно будет в перерыве или там, сейчас. Если Еще вопросы есть? Коллеги, все вопросы давайте уже в перерыв. Время поджимает даже очень. То есть я приглашаю к докладу Александр Пушкарь, компания «Доктор ВЕБ». Коллеги, добрый день, меня зовут Александр, я являюсь менеджером компании «Доктор ВЕБ», отвечающей за направление антивирусных расходов, во многом снижение расходов, сокращение на интернет. Это связано с тем, что обычно обновление идет с сервера поставщика услуги, если это, в случае, если это провайдер, соответственно, поставщик услуги провайдер, он может гонять этот трафик по локальному, считать трафик как локальный, то есть он не оплачивается как количество трафика. Дополнительно и модуль, есть такой модуль офисного контроля, который позволяет закрыть те или иные ресурсы по категориям, там, либо отдельную выборку сделать. В частности, например, закрыть социальные сети на рабочем месте, куда, собственно, люди очень, идет очень большой трафик, особенно там в обеденное время, вечернее время. Вот. И повышение труда, производительности, эффективности. Дело в том, что анализ состояния корпоративной сети и устранение вирусных инцидентов берет на себя партнер, который представляет этот сервис. Соответственно, эти задачи, штатно задачи приходится решать администратору системному, соответственно, он уклоняет, не то что уклоняется, он занят задачами, например, минимизации инцидентов в случае заражения локальной сети вирусами, и при этом он не занимается другими задачами, например, по совершенствованию сети, по подключению оборудования. Вот, расходы на серверное ПО и оборудование для клиентов полностью отсутствуют. То есть услуга ставится на стороне партнера, это либо интернет-провайдер, либо даже на наших серверах. Вот, с точки зрения поставщиков компании, поставщиками услуги, традиционно, это фактически у нас модель SaaS готовая. С помощью которой основными поставщиками у нас традиционно это провайдеры услуг доступа, у которых есть собственные серверные возможности развернуть эту услугу и предоставить ее своим абонентам. Это провайдеры услуг безопасности, это сервис-агрегаторы, в принципе, любая компания, которая является реселлером ПО. В частности, в том числе появился интерес со стороны банков для защиты банк-клиентов. То есть ставится банк-клиент, ставится антивирусный агент. Вот. И антивирусный агент может передавать фактически статистику вирусных заражений той или иной компьютере, который установлен банк-клиент. То есть изначально возникает какой-то инцидент, можно всегда посмотреть, что происходило на этом, компьютер был ли заражен в тот момент, чем. На самом деле, когда стоит антивирусный агент, как правило, защита сразу не реализуется, но записи, они попадают в этом. При решении задачи установки вопрос об использовании антивирусного ПО решающее значение приобретает дополнительные сервисы, которые поставщик услуги может на себя взять, предложить своему клиенту. Именно в дополнительных услугах, а не в цене лицензии, идет реальная экономия средств.
для клиента. Как это работает? Поставщик услуги, это может быть интернет-провайдер IT-услуг, устанавливает у себя антивирусный сервер. Это программное обеспечение, за него компания Доктор ВЕБ денег не берет. То есть антивирусный сервер может быть под любую платформу, Unix, там, Windows, Linux, там, Solarium. Windows мы не очень рекомендуем по некоторым причинам. Дальше он подписывает потребителю услуги, подписывает договор с поставщиком услуги и, соответственно, периодически раз в месяц по данным того, как использовалось ПО, по количеству лицензий, идет взаимозачет. И мы получаем некий процент этого всего. Профессиональное управление услугой, осуществляемое поставщиком, включает... пакеты пару слов скажу. У нас сейчас существует три тарифные пакета. Это минимальная защита от вирусов, это Доктор ВЕБ Classic, это просто антивирус фактически. Усиленный фаерволом можно, фаервол он по умолчанию выключен, его можно поставить. Стандарт это антивирус плюс антиспам и премиум. Это полный набор компонентов антивирусных. Стоимость, соответственно, просто приведу пример. Классика это 69 рублей в месяц за один агент антивирусный, и премиум 89 рублей в месяц. Нормально. Поставщик услуги может осуществлять техподдержку первого уровня, но тем не менее мы даем доступ к своей трековой системе, если поставщик услуги имеет возможность контролировать обращения, например, которые идут от его клиентов на минимум, например, поставщика. Такое бывает в случае, например, интернет-провайдеров или проблем с конкретно с агентом. Потому что бывает, что некоторые программы с некоторыми компонентами не всегда совместимы. Соответственно, наши специалисты помогают им решить эти проблемы. И мы можем контролировать как ответы поставщика услуги, также и они могут смотреть, что происходит по их обращению. Понятно, что у нас 24 часа в сутки мониторинг идет на многих языках, потому что мы работаем по всему миру, поэтому техподдержка у нас глобальная, вплоть до японского языка. Кроме того, поставщикам услуги мы предоставляем маркетинговые материалы, то есть практически любые акции, возможности промо-материалов, все, что хотите. То есть по рассказу по внедрениям, по кейсам, по каким-то использованиям, то есть то, что мы наработали за несколько лет фактически. Значит, по поводу профессионального управления услугой, как я говорил, она включает в себя, прежде всего, это настройка и конфигурирование агентов в соответствии с требованием заказчиков, в соответствии с отраслевыми стандартами, может, политикой безопасности компании. Это возможность постановки задачи и отмены ее на любой станции, то есть это возможность объединения защищаемых группы по каким-то параметрам, например, где-то, скажем, допустим, секретарям обрезается доступ в соцсети, а пиар-менеджерам, допустим, он наоборот предоставляется, потому что они идут под один из каналов коммуникации службы. Это управление правами доступа к настройке антивируса, то есть мы очень гибко можем настроить любые принципы права на изменение конфигурации, на запуск того или иного, собственно, все что угодно. Удаленный мониторинг состояния средств защиты и вирусной ситуации в целом. Естественно, сервер собирает статистику по всем вирусным инцидентам, можно в любой момент вывести, что происходило на той или иной станции или в той или иной группе. Соответственно, все это можно вывести, посмотреть. Можно отреагировать квалифицированный менеджмент вирусных инцидентов, то есть мы можем отреагировать, посмотреть, откуда возникла та или иная угроза, сеть. Например, это мы можем отследить, фактически помочь решить ту или иную проблему. Например, если вы домашний пользователь, то домашний пользователь, допустим, если был выключен антивирус, мониторинг, он поймал вирус, мы можем, например, отправить ему какое-то сообщение о том, что он проверил без выключения его, о том, что это есть вирусная активность. Мы можем, если это бизнес-пользователь, можем запустить, например, на исполнение сканера, который прогонит компьютер удаленно и, собственно, вывесит результат. Это сбор анализ понятно, информация, скажем, пока. Это представление отчетов, это, собственно, проведение перехода в новую версию, это апгрейд. То есть, когда выходит новая версия, мы ее обновляем для пользователей совершенно. Наш партнер устанавливает новую версию, для пользователя это совершенно прозрачно. То есть он не видит, что
сначала не видит, что что-либо изменилось, защита остается включенной, вот, просто видит, что изменились, там, допустим, через какое-то время появились новые компоненты. Вот. Администраторский интерфейс, он выглядит примерно так, это упрощенная версия. Дело в том, что мы можем предоставлять локальному администратору, который администрирует компанию, можем предоставлять доступ конкретно к его, сделать его локальным администратором, предоставить к его его сети, которую он обслуживает, можем предоставить доступ. Он также точно может настраивать права, можем запретить, давать эту возможность только, не давать эту возможность, а давать возможность к просмотру, например, отчетности по тем или иным компонентам или настройкам. То есть тут на самом деле все зависит от поставщика услуги. Вот. По поводу провайдеров, за время, за несколько лет, как существует сервис, у нас порядка 250 российских провайдеров выбрали это решение. Собственно, это и Ростелеком, и там, крупные региональные провайдеры. Вот это, что если зайти там если про Новосибирск брать, то Ростелеком Сибирь, это Новый Телеком, первое, что приходит, Р-телеком, очень много провайдеров, которые используют сервис. Для них это возможность увеличения доходов, понятно, что они, продавая ПО, особенно антивирусные, они зарабатывают на этом деньги, примерно до 50% мы даем возможность выручить за каждую, собственно, лицензию. Причем, разговаривая с агрегаторами, потому что агрегаторы представляют очень много контента, там, игры, музыку, фильмы, все что угодно. Они практически все говорили, что продажи именно антивирусного ПО им приносят наибольшее. Лучше всего продается ПО, потому что всем понятно, для чего это нужно. Вот. На втором месте не говорили игры, когда какая-то игра там пиковая, там маленькая маржинальность, не очень выгодная. И там, например, лингва хорошо продается. Но основное у них упор идет, тоже не стараются антивирус продвигать, потому что и большая маржинальность, и понятно, что вот. Повышение лояльности имеющих абонентов. Понятно, что для провайдера, чем больше антивирусных средств защиты стоит у своих пользователей, тем ему лучше. Потому что меньше вирусов, меньше нагрузки на оборудование, код сети и так далее. Отсутствие код сетей. Это снижение нагрузки на техподдержку, это тоже понятно. Это сокращение простого оборудования, тоже связано там, с вирусной активностью. И дополнительный канал коммуникации с абонентами. Вот, как я говорил, что на тот или иной агент можно, или на группу агентов можно послать сообщение от провайдера, можно подать с праздником, с днем рождения, все что угодно, сообщить о вирусной инфекции, сообщить об эпидемии, каком-то стихийном бедствии, не дай бог. Вот. Но, соответственно, этот канал коммуникации такой, который нужно пользоваться очень осторожно, потому что любой человек, когда у него всплывающее окно с антивирусным агентом, он, собственно, его это больше раздражает, чем приводит в восторг. И, соответственно, можно брендировать под провайдера эти сообщения, чтобы было понятно, что отправлено провайдером, а не просто что-то напрямую. Вот. Подписка может осуществляться как с личного кабинета провайдеров, что чаще всего делается, так и центр управления подписками. Вот. Это частично интерфейсной области. Это центр управления подписками, это отдельное ПО, ставится настройкой над сервером ООО Доктор. Там оно осуществляет возможность подписки, управления услугой, то есть подключить, отключить, восстановить. Отмечу, что, кстати, никакие ключи пользователь не вводит, не просто скачивает агента, маленькую, скажем так, запускаемый файл, который 1,5 мегабайта, он подкачивает остальные компоненты, в зависимости от тарифа. Вот, никакие ключи, активационные коды, ничего не вводится. Вот, используя любой момент зашел, отключил услугу, допустим, в личный кабинет, деньги, соответственно, не снимаются. Уехал в отпуск на 3 месяца, отключил, соответственно, деньги у него не начисляются. Вот. В некоторых случаях может быть выделена верификация, сопровождать способом верификации. Просто такой. Вот. Центр управления подписками позволяет снимать статистику, позволяет оплачивать, допустим, платежными системами электронными. У нас сделан ряд электронных платежных систем, которыми можно, собственно, пользоваться, можно подключать новые, можно, в принципе, заказывать даже у нас разработку новых платежных систем, это тоже будет делаться быстро. Вот. Схема кратко вот так вот представлена. На самом деле, это самое важное, что сервер АВДС, который стоит, он может интегрироваться с внешними системами. Есть возможность интеграции по XML API. Вот. Управление сервером можно управлять сервером с помощью команд, которые посылаются по API, получить ответ. Собственно, достаточно гибкие настройки интеграции. То есть, там, любыми компонентами можно по API управлять. Вот.
Ну, собственно, тут кратко о сервисе. Таким образом, вот именно такое вот комплексное решение, которое мы предложили рынку в свое время, вот, провайдеры его оценили, используют в основном для массового сегмента. Сейчас очень много провайдеров, кто пытается выйти на бизнес-рынок с этим решением, чтобы повысить доходы. Вот. Ну, мы, собственно, это только приветствуем. Ну, вот здесь кратко. Коллеги, буквально один-два вопроса. Можно вопрос? А денег сколько? Денег сколько? Кому? Зарабатывает на этом, хотя примерно. В чем резон? Именно ценовой люфт есть какой-то или все фиксировано изначально? Изначально стоимость сегмента фиксированная. Мы держим, собственно, все провайдеры представляют плотные цены. То есть мы не устраиваем ценовые войны. К сожалению, бывает, когда провайдеры региональные, особенно, работают на одной территории. Если мы будем менять цену на ООО для одного для другого оператора, то мы сейчас сможем спровоцировать ценовую войну. Рубля 69 рублей чем объясняется? Это исходя из чего взялось? Ну, исходя из расчета маркетинга. Сколько коробка стоит на 69 рублей разного бизнеса? Или на 89? Это я вам не отвечу, потому что коробочные, там у них немножко другая политика цен, там и доп. Скидки, поэтому я коробочным продуктом, честно говоря, не занимаюсь. Вот я в Но магазин пришел, и у оператора я должен сопоставлять, когда я... Сопоставим? Ну, как? Вопрос-то в чем? 69 рублей, да? Сколько денег выходит вот оператор в итоге? 50% от количества подключившихся. Нет, денег имеет, ну, есть оператор, который миллионы на этом зарабатывает, на самом деле, сколько имеется. Вопрос, сколько с одного круга. Вот есть пользователь, у всех есть РПО, это не вчера придумали. У вас есть цена лицензии 69 рублей. Сколько люди получили, сколько они отдали за инфраструктуру, чтобы это жило, условно говоря. То есть в чем бизнес? Бизнес для поставщика услуги в том, что он может взять на себя, если это компания малого и среднего бизнеса, то поставщик услуги может заработать на том, что предоставил ПО, его мониторит, устраняет вирусные инциденты. То есть в основном именно как услуга, поэтому мы говорим, что с услуг, которые дополнительно поставщик может предоставлять клиенту. Именно в этом. Базовая услуга реально почти ничего не дает, правильно? Ну, базовая это антивирусная ПО. А дополнительная услуга это именно обслуживание этого ПО, это управление, это реакция на инциденты, это IT-аутсорсинг. Вот IT-аутсорсинг компании, например, были первые, кто, собственно, предложили использовать антивирус в качестве, который мы массово продавали на массовом сегменте или на бизнесе. Для них это удобно. Одна IT-аутсорсинг компания обслуживает десятки и сотни, допустим, были метод компании. И человек, сидя там в офисе, там, официальный администратор, который обслуживает лично, происходит на тех машинах. Он видит, кто поймал эти вирусы, он может там, увидеть эти вирусы, может прогнать там на каждой машине, например, сканер, который почистит заразу, и следить, что происходит после этого. То есть устранение, не устранение.